Привет, меня зовут Лена. Я готовлю папа-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить тыквенный чизкейк. Это необычный чизкейк, он сразу притягивает вас своим пряным ароматом и сладким тыквенным вкусом. Такой чизкейк имеет невысокую калорийность и содержит достаточно много белка. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт вкуснейшего тыквенного супа-пюре. Именно благодаря этому супу Артем полюбил овощи. С тех пор мы готовим его регулярно. Кстати, в этом видео вы увидите мою старшую дочь Алису. Ссылка в описании под видео. Нам, конечно, понадобится тыква. Срезаем боковушки, очищаем от шкурки и нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем на противень и запекаем при 180 градусах Цельсия около 30 минут. Время выпечки может сильно отличаться, главное, чтобы кусочки стали полностью мягкие. Для основы соединяем 125 грамм муки. У меня это мука черного риса, очень вкусная и полезная. Она придает выпечке легкий шоколадный привкус. Добавляем подсластитель, немного соли и тщательно перемешиваем сухие ингредиенты. Сюда же добавляем 85 грамм молока и 10 грамм растопленного кокосового масла. Количество жидких ингредиентов у вас может немного отличаться в зависимости от вида муки. Важно, чтобы тесто сильно не липло к рукам и в то же время не рассыпалось. Я также хочу добавить в тесто немного пекана. Этот орех отлично сочетается с тыквой и добавит основе натуральной сладости. Вот такое пластичное тесто получается. Выкладываем его в форму, у меня диаметр 16 сантиметров. Важно, чтобы форма была герметична снизу. Если вы не уверены в этом, то оберните ее дно слоем фольги. Форма уже стоит на противне, на котором будет запекаться чизкейк. Хорошо разминаем тесто и распределяем его по дну, постепенно сдвигая на бортики. Очень удобно выравнивать дно и бортики стаканом цилиндрической формы. Высота бортиков для этого диаметра чизкейка нужна примерно 4 см. Тем временем тыква испеклась и полностью размягчилась. Перекладываем ее в чашу блендера. Нам нужно 200 грамм запеченной тыквы без сока. Сюда же натираем цедру апельсина. И выжимаем 20 грамм сока. Измельчаем тыкву с помощью блендера в пюре. Добавляем все остальные ингредиенты, кроме яиц. Это 200 грамм рикотты, 130 грамм мягкого творога, 20 грамм протеина без добавок, подсластитель и специи по вкусу. У меня это корица, мускатный орех и имбирь. Со специями не стоит перебарщивать. Мускатного ореха и имбиря не больше половины чайной ложки. Они дадут прекрасный аромат, но не должны горчить. Тщательно измельчаем все ингредиенты с помощью блендера. И сейчас можно посмотреть на цвет. Если вы хотите получить более яркий оттенок, добавьте немного куркумы. После выпечки цвет станет еще ярче. Добавляем 2 яйца. И еще раз немного перемешиваем блендером. Переливаем массу в подготовленную форму с основой. На противень с герметичной формой наливаем немного горячей воды. И отправляем чизкейк выпекаться в разогретую до 130 градусов Цельсия духовку примерно на 1 час. Время выпечки может существенно отличаться в зависимости от вашей духовки и размера формы. Важно, чтобы поверхность чизкейка полностью схватилась, чтобы не осталось жидких участков. Готовый чизкейк оставляем постепенно остывать в духовке. Когда чизкейк полностью остыл, достаем его из духовки. Можно сразу покрыть его глазурью, но у меня уже поздний вечер, я отправляю чизкейк в холодильник. Для глазури нам понадобится 20 грамм протеина, 10 грамм сухого молока и немного подсластителя. Тщательно перемешиваем эти ингредиенты. И для карамельного цвета и вкуса можно их обжарить.
Но меня часто спрашивают, какую карамель можно приготовить без обжарки, поэтому вот вам идея. Добавляем к протеиновой смеси 30 грамм молока и вымешиваем до полного растворения сухих ингредиентов. В сотейнике соединяем 90 грамм молока и совсем немного экстракта цикория. Можно взять в порошке, можно жидкий. Цикорий даст карамельный цвет и характерную горчинку. Важно только с этой горчинкой не переборщить. Перемешиваем и прогреваем молоко до кипения, но не кипятим. Выливаем в него протеиновую смесь и еще раз прогреваем на плите до легкого загущения. Тщательно помешиваем в процессе варки. Эту глазурь не стоит варить долго, иначе протеин свернется. Когда глазурь слегка загустела, она готова. Примерно вот такая консистенция должна получиться. Обязательно попробуйте глазурь на вкус, возможно, вам захочется ее подсластить. Можно также добавить в нее 1 грамм соли, а я добавлю немного корицы для еще более пряного аромата. Вот такая глазурь получается. На чизкейке в холодильнике она еще немного загустеет. Достаем чизкейк. У меня он простоял долго, поэтому появились трещины по окружности. В случае покрытия глазурью это, конечно, не важно. Но если вы подаете чизкейк без глазури, то нужно не допустить подсыхания чизкейка в форме и максимально аккуратно достать чизкейк из формы еще до его полного охлаждения. Выливаем глазурь на чизкейк. Аккуратно распределяем лопаткой. И можно немного потрясти, чтобы выровнять ее поверхность. Отправляем чизкейк в холодильник на 1-2 часа. Когда чизкейк хорошо охладился, аккуратно снимаем фольгу, дно, у меня это круг пекарской бумаги, и проходимся ножом по краю формы, чтобы легко вынуть чизкейк. Даже если у вас разъемная форма, советую выполнить этот шаг, чтобы не повредить бортики при снимании формы. Аккуратно снимаем кольцо, размещаем декор, у меня это голубика, пекан и маленькие запеченные кусочки тыквы. Для вкуса перед запеканием я обильно полила кусочки апельсиновым соком. Таким образом получились очень сочные и вкусные натуральные цукаты. Когда все основные компоненты декора размещены, я посыпаю их дробленым пеканом, чтобы объединить всю композицию. Вот такая красота получается. Декор намекает о том, что внутри у чизкейка. Это очень ароматный, атмосферный чизкейк. Давайте его разрежем. Вот такой красивый, яркий цвет у него внутри. Он имеет потрясающий аромат пряности и сладкой тыквы. Очень гармоничное сочетание. И это очень вкусно. Сладкая основа с хрустящими кусочками пекана, нежный и такой вкусный тыквенный слой и мягкая пряная карамельная глазурь сверху. Все вместе это очень вкусно. Такой тыквенный чизкейк исчезает мгновенно. Это прекрасный способ по-новому взглянуть на обычную тыкву. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!